Всем большой привет! Меня зовут Анна, это мой канал «Волшебные спицы с Анной». Сегодня я хочу с вами связать бриджи для маленькой куколки Мии. Для своей работы я взяла пряжу такую, которая в принципе есть у всех. Это большинство есть у всех. Это носочная пряжа от Alize Comfort Socks. Вот, вы можете взять совершенно другую пряжу. Можете изначально ту, с которой мы с вами вязали до этого туничку. У меня просто в данный момент уже шортики связаны, и мне захотелось попробовать другую пряжу. То есть туничку мы с вами вязали из пряжи Diva, и она идеально подходит и тоже под этот мастер-класс. Для начала нам понадобится спица номер 2. А также дополнительная нить. Ну, это может быть абсолютно любой остаток пряжи, или хлопковой, или носочной, все равно. Просто дополнительная нить. И для начала мы с вами наберем 40 петель плюс 1 петля для замыкания в круг. Вязать я буду Magic Loop. Кто так не умеет вязать, вы можете далее вязать по кругу на 4 спиц, то есть вяжите так, как вам удобно. Вот. Но я люблю этот способ, и этим способом продолжу вязание. Значит, набираем 41 петлю и замыкаем в круг. Давайте. Вот мы с вами набрали 41 петлю, и чтобы замкнуть в круг, я просто делю петли пополам. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20. Протягиваю до лески, вот так, и леску вот так вытягиваю. У меня получается на одной спице 21 петля, на другой спице у меня получилось 20 петель. И вот так подтягиваем. Смотрите, чтобы у нас вот этот петли были как смотрели наружу, видите? Вот они. Вот так подтягиваем до кончиков. Потом я беру вспомогательную спицу и делаю следующим образом. Вот так. И получается, снимаю первую петлю с этой спицы. Вот так, первую петлю с этой спицы, да? Это вот где у нас последняя петля, где у нас 2 ниточки находятся. Потом последнюю петлю, ну она в данном моменте, она как бы у нас первая на второй спице. Так вот обе снимаю. И вот эту петлю, первую, да, протягиваю, накидываю просто на вторую. Вот так. И вот эту петлю я возвращаю на первую спицу. Вот таким образом. Все, вспомогательная нам спица не нужна больше. Возвращаю, подтягиваю все вот так. Все, в круг мы замкнули. Далее для вязания мы вытягиваем дальнюю спицу вот так вот. Вот так разворачиваем ее и вяжем. Сейчас нам с вами нужно будет провязать 5 рядов резиночкой 1 на 1. Можете провязать лицевой скрещенной, то есть будет такая более фактурная резинка, а можете просто обычной лицевой и изнаночной. Я буду вязать лицевой скрещенной, то есть постоянно всегда за заднюю стенку. Так как я вяжу классическими петлями, у меня получается лицевая петля все время за заднюю, да, стеночку. А те, кто вяжет бабушкиным способом, по-моему, у вас наоборот, за переднюю надо вязать стеночку. И тогда у вас будет петля постоянно вот так вот закручиваться. Давайте 5 рядов резинки провяжем самостоятельно и встретимся. Ну вот, провязали мы резинку. Если вы вязали скрещенной, то у вас должно получиться вот приблизительно так. Если обычной резиночкой, то ничего страшного, можно вязать обычной. Сейчас мы провяжем один ряд просто лицевыми петлями. Давайте, вот смотрите, как вяжется, да, Magic Loop. Еще раз. Вытягивается дальняя спица, вот так сгинается и пошла. Пошло обычное вязание. Значит, вяжем по кругу один ряд, просто лицевыми петлями.
Так, доходим вот до конца этой спицы. У нас с вами на одной спице должно быть 20 петель и на другой 20. Когда мы с вами замыкали в круг, у вас на первой спице 19 получилось петель, а на второй получилось 21. Вы просто со второй спицы одну петлю перекиньте на первую спицу, для того, чтобы было ровное количество. Так нам легче будет считать. То есть на первой должно быть 20. Вот мы провязали, да, все петли с первой спицы. Разворачиваем вот так вязание. Эту спицу, которая к нам ближе получается, просто подтягиваем, вот так вот вставляем назад, вот так. А дальнюю, наоборот, вытягиваем. И провязываем еще 20 лицевых рядов. Знаете, я когда училась первый раз, я не знала, вот, что такой способ есть. После того, как я поняла принцип, это самый мой любимый способ вязания по кругу, потому что на чулочных спицах я вязать не очень люблю. И если даже я вяжу на чулочных, то я вяжу не на 4 спицах, а на 3. Вот. Так, мы провязали с вами один круговой ряд лицевыми петлями. И сейчас мы с вами будем удлинять как бы спинку при помощи укороченных рядов. Мы сделаем несколько разворотов по спинке и далее будем уже вязать сами штанишки, значит, шортики наши, бриджики. Вот, смотрите, вот это вот у нас получается будет середина спинки, вот это вот именно ниточка, ориентируйтесь на нее. И вяжем с вами следующим образом. Значит, первые 3 петли здесь провязываем просто лицевыми. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. Вот так. Делаем накид. Вот, как видите. И провязываем опять 3 петли. 1, 2, 3. Далее нужно провязать 3 петли вот с этой стороны. Для этого я просто вот так вытяну спицу. У кого кто вяжет на чулочных спицах, тому будет немножко полегче. Но мы здесь, кто вяжет Magic Loop, тоже сможем все сделать. Я просто посерединке в хаотичном порядке вытащила спицу назад, леску вытянула, для того, чтобы нам было легче спицы согнуть. Вот, значит, мы провязали 3, сделали накид, провязали 3 изнаночные и провязываем еще 3 изнаночные со второй спицы. Разворачиваем наше изделие. Развернули. Делаем накид. Просто накид. Провязываем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кто вяжет на 4 спицах, получается, что мы провязали 3 петли с первой спицы, да, первую, вторую, третью, и 3 последние петли с 4 спицы. Видите, у нас вот этот хвостик стал посередине, то есть это будет середина спинки. Смотрите, мы с вами провязали 6 лицевых и дошли до накида. Мы берем, нам надо сейчас провязать еще 3 лицевые, и для того, чтобы этот накид у нас пропал, и вот здесь, как видите, у нас образовалось такое, да, как бы дырочка, отверстие, чтобы оно пропало тоже, ну, убрали мы его, мы берем и провязываем лицевую и накид вместе, ну, и подтянули. То есть это у нас получится 1, 2, 3, опять 3 петли провязали, разворачиваем, делаем опять накид. Вот он. Эту же петлю не снимая провязываем изнаночной. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Смотрите, мы дошли до накида. Для того, чтобы провязать 2 петли вот этой вместе изнаночной, нам надо будет лицевую и накид поменять местами. Вот смотрите, берем, просто переснимаем, поменяли местами и провязываем эти 2 петли вместе изнаночной. Все. Вот у нас петля легла по лицевой стороне ровненько, хорошо, и дырочка закрылась, и накида не видно. Далее, после этого нам надо с вами еще провязать 2 изнаночные. Разворачиваем наше вязание. Делаем накид. И провязываем 12 лицевых. Все, мы дошли до накида и соединяем лицевую и накид, провязывая 2 вместе лицевой. Все, наши разворотные ряды, наши поворотные ряды мы закончили вязать. Сейчас вяжем обычным способом. Продолжаем дальше, да? Лицевыми, просто лицевыми петлями. Но нам сейчас нужно будет опять-таки распределить петли так, чтобы на одной спице у нас осталось с вами 20 петель и на другой. Видите, здесь я просто в хаотичном же порядке вытянула спицу. То есть моя задача здесь сделать 20 петель. Смотрите, 2, 4, 6, 8, 10. То есть я здесь просто отсчитываю 10 петель еще. 2, 4, 6, 8, 10. Вытягиваю спицу, как я вам показывала, да, в начале. Протягиваю леску. Вот. И у меня петли переходят на другую, на вторую спицу. Вот. Все. Смотрите, если смотреть сбоку, то мы с вами провязали 4 дополнительных ряда. И вот у нас как сзади приподнялось изделие. Вот оно. Так, дальше вяжем лицевыми петлями вторую спицу, да, провязывать начинаем. И мы, когда вяжем по кругу, доходим до накида, который мы делали. Вот этот накид. Вот он у нас. Чтобы у нас здесь, если мы провяжем так, образуется дырочка. Чтобы этого не было, мы просто лицевую петлю соединяем вместе с накидом, провязываем вот так 2 вместе. Все, и продолжаем вязать по кругу. Вот мы с вами дошли до середины спинки. Вот она наша спинка, которая будет выше на 4 ряда переда. Все, далее мы вяжем с вами уже, вводим узор и провяжем для узора первый установочный ряд. Вытягиваем спицу при вязании, да, Magic Loop. Как мы распределяем петли для узора? Значит, здесь у нас с вами будет 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых. Далее мы вяжем 1 изнаночную, 5 лицевых, 1 изнаночная, 6 лицевых. На другой спице вяжем симметрично.
Получается, здесь вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее изнаночная, 5 лицевых, опять изнаночная и 7 лицевых. После этого начинаем вязать основной узор по бокам шортиков. Я вам на экране вставлю сейчас схему ажурного узора. Кому легче, вяжите по этой схеме. Схема будет начинаться вязаться по-разному. Значит, с одной стороны, то есть, допустим, справа, мы начинаем вязать с первого ряда, а вот с этой стороны слева мы начинаем вязать с третьего ряда. Почему? Потому что, чтобы у нас узор лег в зеркальном отображении. И тогда будет и красиво. Конечно, это не принципиально. Вы можете просто вязать по узору и там, и там. Ну, это просто такая моя, как говорится, заморочка. Ну, вот, если кто хочет вязать, как я, пока давайте буду показывать вам и попетельно вяжите. Я думаю, вы поймете потом смысл. Так, что мы при этом делать будем? Мы будем провязывать ажурный узор сбоку. И при этом будем делать расширение в каждом втором, да, в каждом втором ряду. Будем прибавлять по 3 раза относительно ажурного узора. Так, давайте начинаем. Провязываем, значит, 7 лицевых. Прибавку мы будем здесь делать при помощи протяжки. Со стороны, с этой стороны, да, как бы справа, мы будем накидывать, делать накид таким образом, чтобы вот эта сторона, да, вот эта дужка была к нам, ближе к нам. И за нее же мы будем провязывать лицевой этот накид. Вот таким образом. Это делается для того, чтобы петельки смотрелись ровно в эту сторону. Далее начинаем вывязывать ажурный узор. У нас идет по узору изнаночная. Дальше мы вяжем 2 лицевые, делаем накид, лицевая и 2 вместе с наклоном влево. И изнаночная. На схеме приведены там 2 изнаночные, но мы в данном случае вяжем только одну. Далее опять нам нужно будет сделать прибавку из протяжки. То есть, но при этом мы будем накидывать, делать накид вот так вот на себя, как бы, да, для того, чтобы вот эта сторона была к нам. И провязываем этот накид за заднюю стеночку. Вот таким образом. Далее вяжем все петли до конца спицы. Там получается у нас 6 лицевых. Разворачиваем вязание наше и вяжем симметрично. Провязываем 6 лицевых. Делаем прибавку. При этом накидываем петлю таким образом, вот, чтобы у нас дужка была к нам ближе. И провязываем этот накид за заднюю стенку. Вот таким образом. Далее начинаем вязать ажурный узор. У нас идет по узору изнаночная. Как я говорила, да, с этой стороны мы начинаем вязать ажурный узор с первого ряда, а здесь мы провязываем ажурный узор с третьего ряда. И по узору у нас первая идет изнаночная, дальше идет 2 вместе с наклоном вправо, далее идет лицевая, накид, 2 лицевые и изнаночная. Провязали изнаночную, далее здесь тоже после узора делаем прибавку следующим образом. Берем протяжку, да, между петлями и набрасываем таким образом, чтобы передняя стеночка была к нам ближе. И за переднюю стенку мы провязываем
следующим образом, вот так. И далее до конца ряда вяжем уже оставшиеся петли. Разворачиваем вязание. Здесь провязываем все петли по узору, накиды провязываем открытыми. Так, продолжаем вязание наше. Следующий ряд, да, получается второй ряд прибавки. Провязываем здесь уже 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь также делаем прибавку при помощи протяжки. Накидываем протяжку таким образом, чтобы первая стеночка была к нам ближе. Вот таким образом. Просто вот так накидываем сверху. И провязываем эту протяжку, да, этот накид, за переднюю стеночку. Вот так. Далее вяжем ажурный узор. У нас по узору идет изнаночная. Это у нас получается правая, да, сторона штанины. Здесь у нас вяжется третий сейчас ряд узора. Провязываем изнаночную. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная. Провязали. Здесь также делаем прибавку с помощью протяжки, но накидываем эту протяжку вот таким образом, на себя, вот так вот. Получается у нас как бы накид и такой открытый. И провязываем его за заднюю стенку. Вот. Оставшиеся петли, это у нас получается 7 петель здесь, провязываем до конца спицы. Разворачиваем вязание наше. Вяжем в зеркальном отображении, да? Вяжем 7 лицевых. Сейчас будем делать прибавку при помощи протяжки. Берем и накидываем ее вот так на спицу, чтобы как бы дальняя, да, дальняя вот эта вот ниточка, она уже стала впереди у нас, вот так. И провязываем эту протяжечку за заднюю стенку. Далее вяжем ажурный узор. Сейчас нам нужно с этой стороны провязать первый ряд ажурного узора. Получается, вяжем изнаночная, 2 лицевые, накид, лицевая и 2 вместе с наклоном влево. Изнаночная. Здесь также делаем прибавку при помощи протяжки. Берем протяжку и накидываем ее таким образом, чтобы дальняя стеночка, да, стала впереди. Вот так. И провязываем ее за переднюю стенку. Остальное вяжем по узору. Здесь у нас с вами остается 8 петель лицевых. Следующий ряд вяжем просто по узору, как видим. Эти накиды провязываем открытыми. Так, провязали. Третий ряд прибавок у нас с вами идет. Вяжем следующим образом. Значит, у вас получается здесь уже будет 9 петель лицевых. 3, 7. 9 петель лицевых. Делаем прибавку из протяжки. Таким образом, чтобы у нас вот такой вот был открытый накид. И провязываем его за переднюю стенку. Далее вяжем изнаночную. Начинаем вывязывать ажурный узор. Вяжем изнаночная. Тут провязываем 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, 1 изнаночная. Здесь опять делаем прибавку из протяжки, накидываем таким образом, чтобы вот эта дальняя дужка была к нам сюда впереди. Провязываем за заднюю стенку и далее
у нас остается 8 лицевых. Разворачиваем. Вяжем симметрично. Провязываем 8 лицевых. Делаем прибавку из протяжки. Накидываем таким образом, чтобы вот так накид был у нас открытый. И провязываем его за переднюю стенку. Вот так вот. Далее вывязываем ажурный узор. Провязываем изнаночную. 2 вместе лицевой. Лицевая, накид и 2 лицевые. Изнаночная. Здесь опять-таки делаем последнюю прибавку из протяжки. Накидываем таким образом, вот, чтобы дальняя как бы стеночка, да, стала вот так вот вперед. То есть вот такой вот получается открытый накид. И провязываем его за переднюю стенку. Далее получается провязываем оставшиеся 9 петель лицевыми. 3, 4, 5, 7, 8, 9. Все, прибавки по боковым линиям мы с вами все закончили делать. И сейчас нам нужно провязать просто вниз по прямой 7 рядов. При этом мы с вами будем вязать, продолжать ажурный узор. Значит, с правой стороны, да, которая первый мы провязываем, вяжем, получается, там с третьего, третий, первый ряд, а здесь получается наоборот, симметрично, первый, третий, первый, третий. Вот. То есть продолжаем вывязывать ажурный узор, и остальное все вяжем просто лицевыми петлями по кругу. Давайте провяжем 7 рядов вниз и можем примерить уже на нашу малышку, что у нас там получается. Далее будем вывязывать уже ластовицу. Так, ну вот мы с вами провязали 7 рядов. Здесь продолжали вязать ажурный узор, да, и просто вязали по прямой. Вот так вот должно получиться у вас уже. Как видите, да, спинка повыше, перед пониже. И можем просто взять и прикинуть уже на нашу маленькую девочку. Так, давайте я сейчас на свою девочку одену. Лучше, конечно, без трусиков это на нее одевать, потому что у нас это идет как лосинки, бриджики, да. Они должны не должны быть свободны, а должны быть в обтяжку. Как я вам говорила, это хвостик у нас с вами середина спинки. Вот вытяните спицы, кто вяжет Magic Loop, вот так вперед, чтобы лесочка нам позволила одеть штанишки. Давайте оденем. Так, намашила голопопика. Кто вяжет с носочной пряжи, у вас должно все хорошо получиться. Из дивы тоже хорошо. Мне нравятся эти обе пряжи, потому что они резинку хорошо держат. Вот смотрите, что у нас получилось. Если вот так вот смотреть на куколку, видите, спинка прикрывается у нас. Вот, посерединке. Так вот. Осталось нам с вами здесь связать вот ластовичку. Вот и будем уже переходить на вывязывание штанинок. Вот так. Все, я надеюсь, у вас все получилось. Так, эту малышку уберем. Что делаем дальше? Так, возвращаем все спицы на место. Вытягиваем дальнюю спицу и продолжаем вязать. Сейчас мы будем делать с вами прибавки относительно первой и последней петли на этой спице и первой и последней петли на этой спице, на второй. Кто вяжет на 4 спицах, то есть получается, первую прибавку мы делаем после первой петли и
перед последней петлей. У нас с вами на спице 26 петель. Если вяжете на 4 спицах, то получается на первой спице у вас должно быть 13 петель, и здесь 13. Значит, получается, что делаем прибавку относительно первой петли и перед последней петлей. При развороте вязания у нас получится, опять делаем прибавку после первой петли и перед последней петлей. Ну, давайте покажу как. Естественно, делаем прибавки из протяжки между петлями. Итак, первую мы вяжем лицевой петлю. Далее вытягиваем протяжку, и набрасываем таким образом и провязываем за заднюю стенку. Далее все петли вяжем лицевой, при этом продолжаем вязать ажурную дорожку. Здесь у нас должно быть и у меня, и у вас. Значит, провязываем изнаночную, далее провязываем 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, изнаночная. Далее вяжем просто лицевыми до конца ряда, не довязываем одну петлю, делаем прибавку следующим образом. Накидываем вот так, чтобы у нас так открытый был, и дужка была к нам ближе. Провязываем ее за переднюю стенку, вот так. Следующая петля у нас идет лицевая. Разворачиваем наше вязание. Провязываем первую петлю лицевой. Далее делаем прибавку из протяжки. Делаем накид следующим образом. Протяжку накидываем таким образом, чтобы у нас вот эта задняя стенка, да, как бы оказалась впереди. И провязываем этот накид за заднюю стеночку. Вот так вот. Далее вяжем все петли лицевой до нашего ажурного узора. Вяжем ажурную дорожку, изнаночная, 2 вместе лицевой, лицевая, накид и 2 лицевые, изнаночная. Далее все петли вяжем лицевыми, не довязывая последнюю петлю, делаем прибавку из протяжки, набрасываем вот таким образом на спицу эту протяжку и провязываем за переднюю стенку, вот так, и лицевая. Следующий ряд вяжем по узору, накиды провязываем открытыми. Так, провязали, делаем еще одну прибавку относительно первой петли и последней. Вяжем лицевую, делаем накид, делаем прибавку из протяжки, набрасываем на себя, да, и провязываем эту прибавку за заднюю стеночку. Далее вяжем все петли лицевой, до ажурной дорожки. Вяжем ажурную дорожку по узору, да, по схеме. Вяжем изнаночная, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, накид и 2 лицевые, изнаночная. Далее провязываем все петли лицевой, не довязываем одну петлю и делаем прибавку. Накидываем протяжку таким образом, чтобы мы могли провязать накид за переднюю стеночку. Вот так. И лицевая. Разворачиваем изделие наше.
Провязываем вторую половинку симметрично. Вяжем 1 лицевая. Делаем накид. Провязываем его за заднюю стеночку. Прибавку делаем из протяжки. Остальные петельки до ажурного узора вяжем лицевыми. Начинаем провязывать ажурную дорожку. Изнаночная, 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе. Лицевой с наклоном влево. Изнаночная. Вяжем лицевыми до конца ряда. Не довязываем 1 петлю и делаем прибавку из протяжки. Делаем, накидываем таким образом, чтобы мы могли провязать эту протяжку, накид, за переднюю стеночку. Вот так. У нас как бы получается вот такая скрещенная петля. Далее вяжем лицевую. Следующий ряд вяжем по узору. Накиды, вот этот накид, вяжем открытым. Ну все, мы провязали. Как видите, у нас здесь удлинилось, да, по бокам. Это у нас такая небольшая будет ластовица. На спицах у нас с вами по 30 петель. И сейчас нужно взять вспомогательную нить для того, чтобы закрыть следующие петли. То есть сейчас мы будем разделять петли на штанинки. Мы закроем первые 30 петель и будем работать со вторыми 30. Как я делаю это? Просто беру вспомогательную нить и закрываю петли, как при обычном вязании лицевыми петлями. Вот, смотрите. Провязала лицевой, закрыла. Кто-то переснимает на булавочки, но мне они мешают постоянно. Я вам показываю все именно так, как вяжу я. И вот так до конца ряда мы закрываем все петли полностью. Все 30 петель, которые отведены на первую штанинку. Все, одна половинка у нас с вами закрыта. Начинаем работать со второй. Здесь у нас с вами осталась ниточка. Для того, чтобы замкнуть вязание в круг, мне полотно нужно будет поделить пополам. Но так как у нас здесь с вами вяжется ажурный узор, мы его просто поделим, ну, допустим, до изнаночной линии, до начала ажурного узора. В принципе, вязать будет не сложно. Вот я поделила так, как чтобы было удобно. Вот. Поделили пополам. Берем нашу рабочую нить и просто провязываем 2 ряда просто лицевой гладью. Все то же самое вытягиваем спицу, которая у нас с того края, и провязываем. Первые петельки чуть-чуть подтяните, да, чтобы меньше дырочки было между у нас ножками. Но там все равно маленькая дырочка останется, мы ее потом зашьем. Все, провязываем 2 ряда просто по кругу. При этом не забываем, что нам надо с вами будет провязать ажурный узор. Тут у нас мы как вяжем эту ажурную дорожку? Значит, изнаночная, 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная. Так, разворачиваем.
Провязываем оставшиеся петли до конца. У нас получается здесь 12 лицевых. Опять разворачиваем изделие наше. Ну, вяжем по кругу. Следующий ряд вяжем просто по узору. Накиды провязываем открытыми. Провязали 2 ряда. А в этом ряду надо будет убавить 1 петельку относительно первой петли и относительно последней петельки. Как мы это сделаем? Первую петелечку провязываем просто лицевой, а 2 следующие провязываем 2 вместе с наклоном вправо. Вот так. Далее вяжем до ажурной линии, до ажурной дорожки. Вяжем изнаночная, 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, изнаночная. Разворачиваем вязание. Провязываем все петли, здесь у нас остаются лицевые. Не довязываем 3 петли. Вот. И вяжем 2 вместе с наклоном влево. Если вы вяжете бабушкиным способом, то вы не разворачиваете петлю. А те, кто классическим вяжет, да, нужно будет петелечку развернуть и провязать вот таким образом. 2 вместе лицевой с наклоном влево и лицевую. Далее вяжем 3 ряда уже по узору. Следующий ряд просто по узору. Накиды провязываем открытыми. Следующий ряд вяжем просто также по узору, при этом провязываем ажурную дорожку, не забываем. И третий ряд мы провязываем просто по узору и при этом вяжем ажурную дорожку и провязываем обязательно накиды открытыми. Давайте эти 3 ряда провяжем самостоятельно. Так, провязали. Я надеюсь, вы справились. Вы у меня умнички. Так, вяжем далее следующим образом. Нам нужно опять-таки убавить 1 петлю относительно вот центра, да? После первой петельки, эту первую провязываем лицевой, эти 2 провязываем 2 вместе с наклоном вправо. Далее вяжем все по узору. Не забываем вязать ажурную дорожку, провязывать. Изнаночная. 2 лицевые. Накид, лицевая. 2 вместе с наклоном влево. Изнаночная. Провязываем оставшиеся лицевые петли. Здесь у нас с вами 2, 4, 6, 8 петель лицевых. Не довязываем 3 петли. Вот на спице 3 петли остается. Разворачиваем эту вот так петельку, если вы вяжете классическим образом, да, способом. Далее провязываем 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Следующий ряд вяжем просто по узору. Накиды провязываем открытыми. Все, провязали. Сейчас мы будем подготавливать штанину к вывязыванию манжета. Что мы для этого будем делать? Вяжем следующим образом. Будем убавлять петельки. Значит, лицевая, 2 вместе лицевой. Лицевая, 2 вместе лицевой. Провязываем. Каким образом вы будете провязывать 2 вместе лицевой, вообще разницы никакой не играет.
Но только провязывайте, как бы, если вы стали 2 вместе лицевой влево вязать, значит, все до конца влево вяжете. Если вы стали вязать 2 вместе лицевой вправо, кому как легче, да, как кому удобней, то до конца ряда провязывайте именно 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу вот с наклоном влево сейчас. Лицевая, 2 вместе с наклоном вот вяжу влево. Тут уже узор не вяжем, а просто вяжем лицевая, 2 вместе с наклоном влево. Лицевая, 2 вместе с наклоном влево или вправо, без разницы, девочки. Опять лицевая, две вместе с наклоном влево, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, и в конце у нас с вами остается 2 лицевые. Вот, смотрите, провязываем просто 2 лицевые. В следующем ряду мы уже начинаем вывязывать манжету. Манжета у нас будет провязываться одной лицевой, одной изнаночной, то есть резиночкой 1 на 1. И нам с вами надо будет провязать 4 ряда резиночка 1 на 1. Я думаю, что это вы сможете связать самостоятельно. И просто для того, чтобы смотрелось красиво, если вы вязали здесь скрещенную резиночку, да, наверху, то и на манжете вяжите скрещенную резинку. Если же вязали вы здесь простой резинкой 1 на 1, то и на манжете тоже вяжите простой резиночкой 1 на 1. После этого нам надо будет просто закрыть все петли по узору. То есть лицевая закрывает изнаночную, изнаночная закрывает лицевую. Вот и все. И на этом у нас штанинка будет готова. Давайте сделаем это все самостоятельно и встретимся. Вот резиночку мы с вами провязали, и нам осталось закрыть петли. Вот я хотела вам показать, как уже под конец, да, закрываю я. Как я вам говорила, лицевой закрываем, изнаночной закрываем. То есть провязываем лицевую, изнаночную. Конечно же, стараемся не сильно затягивать петельки, а то ножка нашей куколки может не пролезть. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Всю петельку вытягиваем, отрезаем. Все, наша штанинка готова. Так как это носочная пряжа, да, так она у нас резиночку держит очень хорошо. Кажется, что маленькая, да, будет. Но я могу вас уверить, что у нас все сейчас оденется. Можем сразу примерить на малышку. Как видите, все одевается. Все, одна штанинка готова. Все классно, да? Получилось. Вы здесь можете и длину это регулировать. Если хотите длинненькие такие бриджи, тут не надо тогда убавления никаких делать. По прямой вяжете. Дальше делаете также убавки 1 лицевая, 2 вместе, чтобы было здесь поуже. И провязываете уже резиночку. Вот. И у вас будут уже удлиненные брючки. Так, вторую штанину как мы вяжем? Сейчас вам расскажу. Естественно, снимаем брасовую нитку. Просто распускаем. И одеваем петли все. Так, куколка сюда, чтобы фокусировалась на наши бриджики. Просто распускаем эту ниточку.
Я ее специально оставляю длинной, чтобы потом можно было ее использовать еще раз где-нибудь. Я ее не выбрасываю. И начинаем петельки поднимать. Вот. Ой, простите. И начинаем поднимать петельки таким образом. Вот. Одну мы распускаем, то есть распускаем и поддеваем одновременно. Вот поддели, распустили, поддели, распустили. Но это больше для новичков, конечно, я показываю. Я думаю, опытные этого вязальщицы знают об этом. Вот. Поддели, распустили. Вот так. Доходим до ажурного узора. Помните, да, что нам надо будет вязать по кругу. И поэтому я делаю вот так. И вторую часть, начиная с ажурного узора, я набираю на вторую спицу. И так до конца, как говорится, всех петель. На спицах у нас должно получиться 30 петель при этом. Так, петельки мы с вами пересняли. Так, вытаскиваем, вытягиваем эту ниточку. Ой, ниточку, говорю, спицу. И присоединяем нашу нить. Хвостик оставьте подлинней, для того, чтобы потом при помощи этого хвостика, вот здесь будет маленькая дырочка. Бывает, что не образовывается, да, смотря как вы первый ряд провяжете. Бывает, образовывается. Здесь мы ее потом сошьем. Просто берете длинный хвостик, чтобы он нам не мешал, вы можете вот так вот в штанишку туда просунуть. Вот так. Вот он будет здесь вам. И он мешать не будет. Берете этот длинный хвостик, оставляете здесь и вяжете штанину точно так же, как мы с вами вязали эту. Ну, естественно. Первый ряд просто 2 ряда провязываем лицевыми. И далее уже по той же схеме, как и вязалась вот эта штанинка. Я надеюсь, что вы справитесь с этим самостоятельно. Давайте провяжите штанинку эту сами. Вот. И потом посмотрим, какой у нас в итоге получился результат. Ну вот, мы с вами довязали штанишки. Я уже убрала кончики. И хочу вам показать, как у нас тут получается между штанишками. Видите, какая маленькая дырочка тут. Вот она. Сейчас покажу, чтобы было видно. Вот. И для того, чтобы ее закрыть, да, зашить, просто мы выворачиваем наизнанку. И вот у нас тут с вами ниточка. И при помощи нее берем иголочку и пару стежков, и все. Дырочки у нас не будет. Ну и давайте померим наши бриджики на малышку. Сразу видно, да, что у нас спинка с вами поднята. Вот, а перед, получается, опущен. И ажурный узор больше переходит на переднюю часть наших бриджиков. Вот, лосинок, бриджиков, как кому нравится. Вот. Ну и одеваем. Одевается хорошо. Носочная пряжа хорошо и тянется, и резиночку хорошо держит. Так что, если вы выбрали эту пряжу, у вас все должно получиться. Ну и также из Дивы тоже штанишки получится, бриджики получится хорошо. Все, вот она, наша куклёха. Все связано, все классно сидит. Вот, наши штанишки готовы. Всем пока-пока. Конечно же, мастер-класс не такой легкий, но я думаю, что вы должны будете справиться.
Я там все рассказываю. Ну, я все старалась вам рассказать поподробнее, как смогла. Давайте, все, встретимся в следующих подключениях.